Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Как часто бывает, что мы сталкиваемся с людьми, которые подвержены ощущению существования какого-то глобального заговора. В принципе, это вполне понятное ощущение, если смотришь на нашу современную жизнь. Тем не менее, очень часто бывают действительно теории, которые мы хотели бы оттолкнуть от себя по одной простой причине, потому что они являются не просто ложными, они в большой степени влияют на нашу общую жизнь. Ну, посмотрите, вот мне, как геологу, очень близка такая история. Встречаемся с людьми, которые говорят, или можно в интернете это прочитать, либо вживую, о том, что теорию глобального потепления придумали в интересах то ли всемирного правительства какого-то, то ли крупнейших богачей мира, которые хотят под шумок скупить самую лучшую недвижимость. И вот тут сразу возникает вопрос. Если вы придерживаетесь научных взглядов на мир, как вообще вы могли бы общаться с таким человеком и убедить его, что все не так однозначно? Ну, прежде всего, нужно понять, действительно ли человек верит в теорию какого-то грандиозного заговора. Ну, прежде всего, такие люди очень эмоциональны. Они говорят с тревогой, с возмущением, а иногда со страхом. Приводят для них очевидные аргументы. Ну, это же логично, это же все знают, а потом писали. Ссылаются на авторитетов, блогеров, экспертов из соцсетей, на всевозможные так называемые альтернативные средства массовой информации. И что надо отметить, они абсолютно не доверяют официальной науке. Ну, поскольку, с их точки зрения, ученые куплены, и ученым выгодно врать. Мы сразу должны понять одну простую вещь. Высмеивать людей – это сразу нажить себе врага, это раз. А второе – это убедить человека в его правоте. Потому что если вы ничего, кроме издевок, в отношении его идей, которые ему близки, не можете предъявить, ну, в таком случае означает, что у вас настоящих серьезных возражений нет. Вы только и можете что ерничать. А это ведь не ваша задача. Еще очень важный момент. Всегда надо понимать, что за, казалось бы, безумными вещами существуют какие-то факты вполне реальные. Например, вот эта фраза «ученые куплены». Но ведь действительно же, во-первых, известно, что ученым нужны гранты для ведения научных исследований, и они эти гранты ищут. Ну, ясное дело, что кто им платит, точнее, платить будут за те исследования, которые предполагают какой-то интересный для инвестора результат. Очень важно учитывать, что авторитет с вашей стороны – это далеко не авторитет для вашего собеседника. Например, если вы будете говорить «ученые доказали», ну, вообще ученые – это, знаете, слишком размыто. Если вы скажете «британские ученые доказали», скорее всего, это будет поток хохота. Если вы назовете какого-то конкретного специалиста, скорее всего, ваш собеседник про этого специалиста ничего не знает. Кто он, что этот человек сделал, а может, действительно, он не чист на руку. Поэтому давить авторитетом, в принципе, вообще это глухой номер. Но что еще интересно, это манера разговора. Резко опровергать – это вызывает так называемый когнитивный диссонанс.
Получается, что для вас теория глобального потепления – это нечто прямо вот для вас очень-очень важное. Может быть, вы живете в таком месте, где постоянно наблюдается увеличение осадков, у вас там дом ваших родителей, дедушки, бабушки, его, скорее всего, смоет. То есть для вас это изменение климата имеет личный характер. Но вы же еще это человеку не объяснили. И поэтому просто так говорить о том, что все это ерунда, неправильно. Как можно развивать разговор? Как его мягко начать? Прежде всего, можно рекомендовать присоединиться к его эмоциям. Например, «Я понимаю, почему ты так думаешь». В интернете много всевозможной дикой информации, иногда совершенно подозрительной. Например, есть очень подозрительная информация о деятельности американских страховщиков. Тут можно дальше развить эту тему. Вот я читал, что последнее время американские страховые компании стали тратить миллиарды на перестрахование рисков, а в других случаях отказываются давать ипотеку на дома. Они повышают тарифы в зонах риска. Например, в штате Флорида страховка дома у моря на самом лучшем месте выросла на 30-50% за последние 5 лет. А в Калифорнии, райское место, некоторые компании вообще перестали страховать дома в зонах лесных пожаров. Вы сказали чистую правду, но вместе с тем вы сообщили довольно-таки страшные вещи, если так подумать. И это вполне тема для того, чтобы начать беседовать с человеком. То есть у него есть свое подозрение по поводу всемирного заговора богатеев, а у вас свои есть данные, которые абсолютно его подозрения на данном этапе не отвергают. Вы просто начинаете не сталкиваться, а начинаете двигаться как бы по сходящим линиям. Что еще интересно? Всегда можно задавать наводящие вопросы. Это заставит человека задуматься. Как ты думаешь, зачем богачам нужен слух именно про глобальное потепление, а не про что-то другое? Например, падение астероида или еще Луна сдвинулась с места. Вот реально, зачем это мы именно выбрали именно климатическую тему? И, конечно же, очень важно найти общую точку опоры. Можно прямо сказать, что богатые страны и богатые люди часто манипулируют миром. Беда вся в том, что богачам не нужно совсем выдумывать какие-то там поводы. Они и так скупают недвижимость, самую лучшую землю. Например, как Илон Маск на Гавайях, Джефф Безос в Новой Зеландии. И это совершенно нормальное явление. Им стоит посмотреть, какими землями по всему миру владеет, например, британская королева. Есть владельцы земли размером со свое собственное государство, это, например, Монако или Бруней, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, как абсолютная монархия, королевство. Так что богатых людей, которые владеют хорошими землями, и, может, не хорошими в климатическом плане, но хорошими в экономическом, очень и очень много. Зачем придумывать что-то? И надо сказать, что ведь богатые люди, это тоже очень важный момент в беседе. Вы можете рассказать, что богатые тоже плачут, они тоже многого боятся. Они боятся, чтобы, например, не сгорели их любимые виллы. Это как этой зимой в Калифорнии было. Они хотят знать, что и где покупать, и что покупать, и тратят большие деньги. С нашей точки зрения, так вообще очень большие миллионы, чтобы собрать нужную информацию. Эти люди очень любят знать все досконально. Но не они одни. Например, страховые компании, которые страхуют этих же самых богачей. Последние лет 10 в отдельных регионах США и мира, я уже говорил, стоимость страховок выросла. Просто потому, что страховщики – это бизнес, и они не хотят терять свои деньги.
По данным швейцарской страховой компании, в 2021 году, они это посчитали, к 2050 году глобальные экономические потери от наводнений могут превысить по миру триллион, это 1000 миллиардов долларов в год. И сейчас многие штаты прибрежные уже имеют очень серьезные проблемы. То есть богатый человек хочет приобрести, например, гольф-поле, ему нужно землю для гольф-поля. Но после того, как он соберет материал, встретится со страховой компанией, он поймет, что что-то тут не то, потому что страховая компания загоняет страховку вверх, значит, она чего-то боится. И тогда этот богач обращается, нанимает людей, которые должны ему будут собрать честную информацию. И надо сказать, что как раз получается, что и представители ученых, и представители страховых компаний идут к ученым. Мы опять к ним возвращаемся. То есть, как бы ваш собеседник-то был прав, но мы теперь расскажем, в чем дело. Как наука ведь помогает делать деньги. Ведь ученые, я повторюсь, это те люди, которые информация может сделать богатым человека, либо разорить здоровым или больным. Поэтому все те, у кого есть большие деньги, хотят иметь самую лучшую информацию. А вот посмотрите насчет того же климата. Как ученые могут что-то предсказывать? Но известно, что сейчас на суше только они располагают 30 000 специальных метеостанций. В море качается 4000 автоматических буев Арго. Термометры и измерители давления, барометры автоматические, стоят на большинстве судов гражданских. А в космосе над Землей кружат спутники Национального агентства по атмосферным явлениям, НАСА, Европейский Коперникус, а также российские, китайские, индийские аппараты, японские космические аппараты. На Земле гляциологи, специалисты по изучению льда, добывают пузырьки воздуха в Антарктиде и в Гренландии, чтобы изучить в этих пузырьках состояние воздуха 800 000 лет тому назад. Другие изучают кольца на деревьях и кораллов. У кораллов тоже есть кольца. А затем все это стекается в объединенные научные центры, обрабатывается и выдаются климатические модели. Во что же тогда получается богач вложит деньги? Вот ему и дают источник информации. И дальше получается, он этому поверит или не поверит. И вот мы можем что сказать. Почему крупнейшие капиталисты мира, миллиардеры, например, вкладывают деньги в Новую Зеландию, покупая там гигантские ранчо, строя особые фермы, разрабатывая там новые технологии? Может быть потому, что уже самую Новую Зеландию называют страной-ковчегом, которая располагает умеренным климатом, с обилием пресной воды. Это будет ключевой ресурс в будущем. Все расчеты показывают, что у этих островов при любом раскладе самые большие шансы уцелеть, включая стремительное изменение климата. Вот выглядывается такая интересная картина. Уже обсудив все это, можно плавно с оппонентом, с вашим, коснуться еще одной темы, что, разумеется, богатейшие люди всегда скрытничают и пускают фейки. Но если не сами они, тогда их команды. Но как раз именно потому, что они имеют реальную информацию о том, что климат все-таки по-настоящему меняется. Они уже скупают лучшие земли, страхуя риски. Они действуют так, будто угроза не просто возможна,
Зачем тратить миллиарды тогда на землю, которой ты не будешь пользоваться? А то, что они знают, что процесс уже пошел. То есть, собственно говоря, можно посмотреть, эти люди что-то знают, что они делают, они ищут себе убежище. Вот это очень важный момент, и мы должны этот момент как бы раскачать, показать, что те люди, которые имеют информацию, ведут себя так, будто уже все началось. Поэтому возникает следующий вопрос. А что же мы, обыкновенные люди? Тут можно полностью согласиться с нашим собеседником, что для многих было бы совершенно неинтересно, чтобы мы все узнали реальное положение вещей, что климат меняется быстро, потому что в этом случае многие их вложения денежные, политические, они бы превратились бы просто-напросто в пыль. Мы им абсолютно не нужны, как люди сведущие. И нам очень бы им нравилось, чтобы мы постоянно пребывали в таком блаженном самоуспокоении. Все хорошо, прекрасная маркиза. А вот те, кто что-то знают, они располагают этой информацией. Тут всегда возникает вопрос, как завершать любой такой разговор, потому что чем дальше вы будете говорить с человеком, то ничего, как говорится, хорошего из этого не получится. Рано или поздно он опять вернется, с чего начал. А наша задача – это оставить у него пространство для его собственных размышлений. Не нужно ни в коем случае пытаться обмануть человека. Нельзя этого делать ни при каких условиях, потому что в наше время проверить ложную информацию не так-то и сложно. А, как говорил один герой кинематографический, маленькая ложь рождает большое недоверие. Поэтому в этом случае, если у вас нет аргументов, можно просто сказать: у меня их нет аргументов, можно поискать эту информацию. Хотите, поищем вместе, или я тоже поищу. Это было бы очень интересно во время нашей следующей встречи это обсудить. Что вы, кстати, давайте там на следующей неделе, что вы там делаете, поговорим. Очень полезно сообщать о своих ресурсах, где вы черпаете информацию. Причем тех, где точно может получить информацию и этот человек. Ну, например, если вы свободно владеете английским языком или французским языком, то было бы, наверное, неправильно давать вашему собеседнику, например, пенсионеру, пожилому человеку, тем более который вырос не в Англии, так скажем, не в США, ссылку на какие-то англоязычные издания. Да, сейчас существуют автоматические переводчики, очень качественные, но тогда уже вы должны рекомендовать человеку и эту статью, и способ, как ее прочитать на его языке. Это вполне реально, и это было бы очень приятно вашему собеседнику, что вы о нем подумали. Мало того, можно было бы его попросить, предложить ему поискать с помощью вот таких вот роботов, поискать информацию из редких источников, например, на арабском языке, на китайском языке. Люди очень часто включаются в эту поисковую игру, и это привязывает этого человека, и уже к вашим размышлениям, к вашим поискам он начинает относиться все интереснее, с большим интересом. Он чувствует, что вы интересуетесь им и его взглядом на жизнь. Постепенно он будет же, конечно, будет происходить вот этот процесс обмена информацией. Конечно, нужно поблагодарить всегда человека, и это не только большое спасибо за разговор, нет. И речь идет о том, что нужно как раз показать заинтересованность в новых встречах, в новых беседах, в новых фактах. Даже если вы с первого раза не
уговорили его. Ведь главное не заставлять человека сдаться, не раздавить его. Ему нужно помочь самому начать сомневаться в каких-то мифах, которые кажутся ему фактами. Постепенно он сам начнет задавать вопросы, искать достоверные источники. Что еще нужно отметить? Ведь с точки зрения многих людей, ваша точка зрения – это результат полнейших заблуждений. Вот тут надо, как говорится, посмотреть на себя в зеркало. Как часто у нас говорят, что «но ведь каждому нормальному человеку ясно». Нормальному человеку ясно. Или, можно сказать так, существует общепринятое мнение. Почему же оно такое общепринятое? Вот потому-то, потому-то. Но сказать о том, что все как бы ясно, вы Господь Бог, нет. Так что тут все время приходится играть, очень четко балансировать, стремясь с одной стороны добиться и передать человеку свои знания, свой взгляд на мир, но вместе с тем понимать, что любая попытка сломать человека, додавить его, вызовет отторжение, а иногда и агрессию. Такое очень часто случается даже вот в дискуссиях о климате, о науке, о форме Земли и так далее. Вы знаете, сколько случаев, когда дело доходило чуть ли не до смертоубийства, хотя беседовать начинали о каких-то совершенно таких отвлеченных вещах. Любители почитать могут вспомнить историю из «Трех мушкетеров», когда, так скажем, причиной дуэли не сошлись в нескольких местах из блаженного Августина. Вот это очень важный момент. То, что сейчас кажется шуткой, во времена реальных мушкетеров было вполне реальным поводом для смертельной схватки. Вопрос интерпретации теологического философа. Так что мы должны понимать, что дискуссия – это вещь всегда очень острая, которая может приводить к, так скажем, к сильному такому клинчу. И наша задача человека, который хочет нести современный научный взгляд в мир, не пытаться загонять людей в угол. Наоборот, мы должны им предложить свою руку и вместе с ними идти по пути науки, по пути исследования окружающего мира, показывая, что насколько он интересен, насколько непознаваем, но с другой стороны, что у нас есть возможность узнать о науке, о мире окружающем все больше и больше и больше. И на самом деле научные данные – это не какая-то, знаете, заумь, а действительно это отражение реальных вещей, которые происходят вокруг нас. Ну что можно сказать в заключении? Если мы собираемся бороться с фейками, со всякой ложной информацией, то мы сначала должны понять вообще, что это за фейки. Потому что те же самые фейки можно разделить на две больших группы. Первые, которые проверяются очень легко. Например, упала Пизанская башня. Надо сказать, свидетелей будет огромное количество, если это произошло, и это очень тоже легко проверить. А вот вопросы, как вот мы сейчас говорили о глобальном потеплении, очень сложные, потому что конкретно что-то доказать, вот прямо предъявить, очень сложно. Многие вещи, и это касается не только глобального потепления, можно принимать на веру или не принимать. И поэтому мы должны понимать одну простую вещь. Если мы собираемся дискутировать с человеком, который верит в какую-то теорию заговора, в какой-то фейк с нашей точки зрения, то мы должны приготовиться к достаточно долгой и сложной дискуссии, которая потребует у нас многих сил. Если к этому не готовы,
то лучше отложить до следующего раза. Что еще очень важно? Как понять, что человек, с которым вы собираетесь общаться, верит в какой-то фейк, в какую-то теорию заговора? Обычно такие люди, когда вы начинаете что-то говорить свое, они становятся крайне эмоциональны. И вот тут-то мы должны понимать одну простую вещь. Эти люди нам не враги. Точнее, мы должны сами себе ответить на вопрос. Мы с ними что, драться хотим? Мы хотим что-то их раздавить, сломать этих людей? Или мы хотим оба человека дойти до какого-то согласия, до какого-то, как говорят, консенсуса? Это очень важная вещь. Поэтому людей нельзя высмеивать, давить чужим авторитетом и резко опровергать, не предлагая ничего взамен. Третье, что очень важно, это то, что всегда нужно понимать. Любое движение навстречу друг другу всегда может закончиться столкновением. Гораздо лучше развернуться и идти хоть и разными, параллельными, может быть, курсами, но в одном направлении. Поэтому всегда нужно, сталкиваясь с человеком, который верит в какой-то фейк, понять, во что он по-настоящему верит. Может быть, это какие-то факты или, допустим, теории заговора. Это просто-напросто своего рода такая иллюзия, крыша, которой он прикрывает свои собственные тревоги. И нужно понять, большинство людей вообще даже в споры влезают, потому что очень сильно чего-то боятся. Что очень важно еще понять? Нету людей, которые не испытывают какой-то тревожности. И по этой причине, разбирая фейки или теории заговора, мы должны показать, что мы тоже испытываем определенное волнение, тревоги, иначе не может быть. Мы не машины. И в этом случае у нас открываются возможности вместе с нашим визави начать вместе искать какое-то решение вопроса. Но и в конечном итоге нужно понимать, что одной беседой вы вряд ли все разрушите его картину мира с его фейками. Могу сказать, что ведь у каждого человека, даже выросшего в одном городе, в одной стране, в атмосфере одного языка и религии, и то разные взгляды на жизнь. А что же говорить о людях, которые встречаются и приехали с разных концов мира? Наш личный опыт, наше воспитание формирует взгляд на один и тот же факт. Факт один, а взгляды разные. И поэтому мы должны понимать, что никогда ничего наскоком не получится сделать. Можно только нажить врага и укрепить его в своих заблуждениях. Поэтому терпение, терпение и еще раз терпение. Если вы берете на себя тяжелую миссию борца за научный взгляд на мир, борца с фейками и теориями заговора. Я могу только пожелать вам удачи на этом многотрудном пути.